Когда я начинал заниматься психоэзотерическими практиками, меня в первую очередь интересовала денежная магия как одно из самых интересных направлений. Я читал много книг, выполнял различные ритуалы. И как-то в одном магическом журнале описывался некий ритуал, гарантированно приносящий много денег, но непременным условием его срабатывания была ваша способность принять эти деньги. Из-за этой небольшой приписочки с условием у меня возник главный вопрос: а зачем вообще нужны ритуалы, если фактически они не могут дать человеку больше, чем он способен принять? То есть причина отсутствия результатов при выполнении ритуалов была не в том, что они бессмысленные и неэффективные, а в несколько иной плоскости. Значит, следует искать техники, которые позволят мне больше принимать, изменят мое внутреннее отношение к деньгам и к богатству в целом. Наша с вами задача – выйти на следующую ступень своего развития, своего мироощущения. Поэтому важно не только практиковать классическую денежную магию, но и погрузиться в денежную психологию, без познания которой техники сами по себе не имеют большого смысла. Ведь если человек внутренне не осознал, зачем ему богатство, сколько ему денег нужно для счастья и как он их собрался тратить, значит, он не сможет выйти на новый уровень восприятия действительности. Мы все привыкли находиться в роли жертвы. Жертвы обстоятельств, жертвы интриг, жертвы несправедливости и так далее. И когда мы делаем ритуал, то думаем из слабой позиции. Я ритуал совершил, мне за это что-то будет. То есть полагаем, что что-то внешнее нам поможет. Да, помощь вы получите извне, но чтобы эта помощь случилась, вы должны поработать именно над собой. Однако большинство людей боится этого. Они больше ориентированы на некие внешние знания, чем на то, чтобы изменить себя. Потому что их субличность, контролер, фактически ощущение внутри вас не позволяет меняться даже чуть-чуть. Между обучением и человеком возникает стена, преграда, преодолеть которую не так просто. Приведу пример. Ко мне приходит болеющий клиент. Я ему говорю: «Ты здоровый». Он отвечает: «Нет, я больной». Я говорю: «Ты скоро вылечишься». Он говорит: «Нет, я буду болеть, умру скоро». То есть пытаюсь убедить человека: поверь мне, хотя бы на секунду, поверь. Убери эту стену между нами, и тогда ты сможешь измениться. Но нет, там толстенная стена. Люди не могут нормально принять эту информацию для того, чтобы измениться. Они привыкли по-старому думать, по-старому осознавать жизнь. У них старые установки, моральные ценности, копившиеся сотни лет. И очень сложно извне воздействовать на всю эту структуру внутри человека, пока сам человек не примет решение, не позволит это сделать. Первое, с чего мы начнем – тема любви к себе. Поначалу для меня эти понятия были крайне далеки друг от друга. Я не понимал и не видел связи между ними. Осознание пришло лет через 10 практики, когда удалось познать реальное отношение к себе, и меня осенило. Да я ж ненавижу себя. Как же я могу зарабатывать, если ненавижу себя? Я только для других все делаю, жертвую собой ради кого-то, семьи, детей, учеников и клиентов, собачек и кошек, ради чего угодно. И эта роль духовной жертвы мешает мне. Только после того, как я стал работать с отношением, постоянно повторять, что люблю себя. Именно так и говорил: я люблю себя. Я люблю себя. Ненависть начала уходить, а доход расти. Прямо сейчас попробуйте осознать, насколько вы себя любите и любите ли вообще. Если у вас хоть чуточку любви к себе, хоть какая-то малость, имеется в виду настоящая любовь к себе как к существу, как к человеку, а не любовь к развлечениям, каким-то удовольствиям, желание сделать себе приятное, попробуйте осознать, есть эта любовь или нет. А теперь попробуйте осознать связь с количеством денег, которые у вас есть, с вашим ежемесячным доходом. Чувствуете ли вы эту связь? Видите ли параллель между размером вашей любви к себе и фактическим количеством денег, которые у вас есть? Почему деньги и любовь к себе связаны так тесно? Потому что деньги позволяют вам любить себя еще больше, покупать более качественные вещи, выбирать качественные услуги и так далее. Например, все знают, чтобы тело было здоровым, ему нужен отдых, желательно на море, а еще массаж, хорошая еда, своевременное лечение и тому подобное.
Да и вообще, здоровый образ жизни – это не самое дешевое удовольствие. И те, кто думает, что вести здоровый образ жизни и перейти на правильное питание – это дешевле, заблуждаются. Доширакам намного дешевле питаться. А вот свежие овощи и фрукты, разнообразное меню – это ощутимо дороже. Еще один пример. Когда-то на курсе по оздоровлению я сказал: делайте массаж, запишитесь на курс массажа. И из 30 человек в группе только 3 пошли на массаж. 3 из 30. Поэтому я и говорю, что ваша любовь к себе эквивалентна деньгам, которые у вас есть. Вы всю жизнь до этого момента делали свой выбор, совершали действия, основываясь на внутреннем состоянии. Если оно с маленькой любовью к себе, то и действия будут приводить к соответствующему доходу. Вы получаете прожиточный минимум не потому, что кто-то извне вам не хочет давать больше, а потому что это ваш подсознательный выбор, результат любви и уважения к себе. Я обойдусь, как-то проживу, мне и малого хватит. И наоборот, когда вы начинаете заниматься денежной магией, ваша любовь к себе должна возрастать, уважение к себе должно усиливаться, это эквивалентно тем суммам, которые вы будете получать. Издавна бытует мнение, что деньги – зло. Деньги от дьявола. Особенно сильна эта традиция в христианстве. На этом делается акцент, материальное противопоставляется духовному, а людей приучают к идее, что духовность – это самопожертвование, всех надо любить, жертвовать собой, деньги не нужны. Попробуйте сейчас осознать другую, альтернативную идею, что деньги – это просто эквивалент энергии, некая энергия обмена, а любая энергия, существующая на Земле, принадлежит Богу. И, соответственно, с этой позиции, чем больше у вас денег, тем больше у вас энергии, тем больше вы включены в поток, тем вы духовнее. Фактически, деньги, которыми вы обладаете, это и есть ваша настоящая духовность. То есть, чем больше денег, тем вы реально лучше и добрее. Очень редко богатые люди, заработавшие деньги своим умом и трудом, злые. Есть, конечно, исключения, когда деньги достаются нечестным путем, но сейчас мы о них не говорим. В большинстве же своем очень богатые люди, очень мудрые, способные сострадать и готовые помогать другим. Всем без исключения жалко бездомных собачек и кошечек, но не брать же их всех к себе домой. А вот были бы деньги, открыли бы для них приют, наняли бы работников. Вот это реальная помощь. И вы бы спасли не 2 зверушек, а десятки кошек и собак. То есть ваше добро еще больше действовало бы на мир. Но из-за отсутствия у нас денег, как следствие убеждения, что деньги зло, мы не можем выдать в мир много добра. Тогда как же можно считать деньги злом, если без них невозможно совершить добро? Деньги – это просто энергия. И чем больше энергии, тем лучше. Тем вы духовнее, тем вы сильнее. Итак, любовь к себе начинается с того, как мы представляем и видим себя в будущем. Пока не протоптали дорожку в будущее, вы себя не полюбите. Закройте глаза и представьте себя через 5 или 10 лет. Если увиденное вам нравится, вы всем довольны и радостны, значит, с любовью к себе у вас все в порядке. Если ничего внятного не представляется, только расплывчатые образы и никакой конкретики, значит, вы плохо себя любите. Если будущее вам видится совсем негативным, безденежье, болезнь, разочарование, страдания, то вы к себе испытываете ненависть. Чтобы понять, что именно вам мешает работать с деньгами, надо осознать и проработать временные отрезки – настоящее, прошлое и будущее, и выяснить, какая информация в них содержится. Первым делом идем в будущее. В нем вы должны видеть себя в лучшем виде. Расслабьтесь. Закройте глаза и включайте фантазию. Как выглядит успешный, богатый человек, довольный жизнью? Если у вас есть проблемы с телом, с осанкой, представляете себя с идеальным телом, о котором всегда мечтали. Одежду подбираете подороже, проговаривая: эти туфли стоят 100 тысяч, а костюм 300 тысяч. Обязательно представляете дорогую машину с личным водителем. Затем переходите к действиям. Что вы делаете с этим богатством? Как проявляете себя? Чем занимаетесь? Главная задача в том, чтобы вы поняли, этот образ не просто мечта неосуществимая, а ваша реальность. Выйдите за пределы себе же поставленных рамок своих ограничений, что этого не может быть.
Идите к ощущению, что это реально. Вы видите образ успешного и богатого себя и понимаете, это мое будущее. Когда картинка дорисована, попробуйте поверить, что это реально. Все из представленного достижимо. Вы ощущаете связь себя настоящего с этим будущим. Вы чувствуете, что вы единое целое. Вам по силам этого достичь. Вы верите в это искренне. Понимаете, что это уже не мечта, а реальное будущее, которое обязательно случится. Ощутите эту связь и энергию. Если вы правильно все сделаете, то ощутите связь и поток. Поток – это всегда разность потенциалов. Вы здесь и вы там. Это реальный человек, настоящий. То будущее, которое вы видите, это не фантазия или мечта, не иллюзия, которую вы представили, а реальное будущее, где пребывает настоящий человек, то есть вы, просто смещенный во времени. Когда вы соединяете эти две точки, себя и будущее, возникает поток, потому что есть разность потенциалов, там больше силы, здесь меньше. Фактически ваше будущее отдает вам энергию в настоящее для достижения желаемого. Поэтому очень важно это будущее всегда видеть и ощущать. Вы должны в целом глобально, всегда, каждый день осознавать свою цель. Это и есть ваше предназначение. Не нужно фиксировать себя на идее, что предназначение – это какое-то ваше дело, род занятий. Предназначение – это быть богатым, здоровым, счастливым, радостным, сильным и могущественным. Не следует сужать предназначение до чего-то одного. Быть только врачом или художником, например. Получается, быть при этом счастливым родителем или заниматься благотворительностью уже нельзя. Человек – это разностороннее существо. Ему предназначено быть богатым, сильным и здоровым. А все остальное, что он делает, продает, что-то мастерит, занимается магией, нет разницы. Это не предназначение. Это просто дело, помогающее идти к настоящему предназначению. Когда вы настраиваетесь на предназначение, оно дает силу, которая должна фактически все время ощущаться. Если вы привыкнете всегда видеть это будущее, то будете все время находиться в потоке, дающем силу и желание что-то делать. Итак, вы настроились на поток и почувствовали, что в теле возникло его ощущение. Теперь вам необходимо усилить это ощущение внутри тела. Ведь деньги – это очень целебная энергия, она реально лечит. И кто бы что ни говорил, богатые люди на самом деле всегда здоровее, чем бедные. Это не связано с тем, что они могут купить лекарства. Это связано со свойствами и способностями энергии денег. Чтобы получать большие деньги, ваше тело должно быть другим. Потому что структуры нищеты и бедности находятся в теле. Например, человек думает: «Я настолько глуп, что не знаю, как заработать деньги». Он уверен в своей глупости, а на самом деле это просто структура в теле, в области шеи, пережаты сосуды. Кровь плохо циркулирует, кислород не доходит, и мозг работает хуже. Соответственно, если человек с телом не работает, то разбогатеть ему будет сложно. Существует очень простое упражнение, используемое в лесном рейке при работе с настройкой духи жизни изгнания, чистка руками. Оно универсальное и позволяет работать с любой энергией. Вы вошли в будущее. Ощутили поток. Пока вы находитесь в потоке, какое-то время он будет идти, минут 5-10, вы себя чистите. Вы понимаете, что ваше будущее несовместимо с бедностью, нищетой и болезнями. Ведь вы видели себя там, вы здоровы, значит, эта энергия уже будет выгонять заболевания. Вы богаты, значит, эта энергия уже будет изгонять нищету из тела и все эти структуры, которые мешают мозгу работать нормально. Сейчас настраиваетесь на будущее и ощущаете поток. Понимаете, что это будущее, не мечта, а реальность. Понимаете, какой у вас доход там в будущем, сколько вы получаете денег в месяц. Пока поток идет, начинаете быстро работать с телом, чтобы этот поток изгнал из вашего тела всю бедность, нищету, ограничения, заболевания, структуры, все то, что вам мешает быть богатым и здоровым человеком. Обязательно помогаете себе руками. Когда вы будете это делать, то заметите, что стало жарче. Это хорошо, значит, поток усилился, тело начало лечиться. Сперва вы умываетесь, счищаете негатив с головы, начиная с лица. На этом уровне обычно копится очень много негатива. Размещаете ладони на небольшом расстоянии от лица и ведете их к ушам и далее к затылку, как бы смещаете негатив к затылку.
При этом концентрация под руками, внутри тела. Вы, можно сказать, вниманием это делаете. Повторяете движение 3-5 раз. Размещаете ладони рядом с нижней частью лица и ведете их от подбородка вверх к макушке и далее вниз к затылку и шее. То есть смещаете негатив к затылку. Концентрация под руками, внутри тела. Повторяете движение несколько раз. Размещаете ладони позади головы, примерно в области затылка, и ведете их вниз, вдоль шеи, так, чтобы негатив входил чуть ниже, между лопаток. Концентрация под руками, внутри тела. Повторяйте движение несколько раз. Когда негатив ушел между лопаток, ловите его и выводите через одну руку, потом через другую. Размещаете ладонь правой руки над левым плечом и ведете ее вдоль левой руки к кисти. При этом можно сначала плечо почистить отдельно. Концентрация внутри тела. Повторяйте движение некоторое время. Аналогично чистите правую руку и плечо. Спину сложно почистить руками целиком, поэтому руками нужно двигать скорее вдоль боков, чем вдоль спины, но внимание уходит в спину. Руки сначала размещаете позади головы и ведете их вниз, а затем от затылка переносите руки вперед, ладони примерно над областью легких, и ведете их вниз, вдоль боков, ближе к спине, насколько получается. При этом концентрация внутри тела, в области спины. Ваше внимание идет по спине вниз, и негатив смещается в область таза. Повторяйте движение несколько раз. Проводите руками спереди туловища. Размещайте ладони ниже подбородка рядом с горлом и ведете их вниз, вдоль туловища. Смещайте негатив в область таза. Концентрация внутри тела. Повторяйте движение несколько раз. Далее из области таза негатив выводите по ногам вниз. Проводите ладонями вдоль каждой ноги по всей длине, как бы выдавливая нечто вниз. Концентрация внутри тела. Повторяйте движение некоторое время. Главное, что вы чувствуете, как идет энергия. Концентрируйтесь внутри тела и таким образом усиливаете влияние потока, как бы в межклеточном пространстве. Руки же просто помогают вниманию концентрироваться внутри тела. Это упражнение позволяет вашему телу быстрее перейти в то состояние, которое вы увидели в будущем. Со временем это упражнение будет сильнее, лучше получаться. После того, как вы выполнили упражнение, почувствуйте разницу. Что было до этого и сейчас. Как ощущается ваше тело? Чувствуете тепло? Еще что-то? Удалось ли вам уловить разницу между мечтами и ощущением реального? Обычно проблема в том, что когда вы думаете о будущем, вы грезите, понимаете, что это нереально, мечта, так, побаловать себя образами. Мечты высасывают человека, убеждая его, что он никчемный и никогда ничего не добьется. В то время как реальное будущее более конкретно и дает ощущение потока. Вы поняли, что эта цель, энергия вас меняет, и с каждым днем вы все ближе к цели. Энергия влияет на все глобально. Вы можете даже не сильно усердствовать, и несмотря на это, все будет складываться так, чтобы вы дошли туда. В этом и есть магия. Настоящая отрабатывается несколькими способами. Первый способ, самый простой, это психология. Обычные аффирмации. Второй способ, ближе к медитации, это ощущение денег, которые вы раскачиваете, усиливаете. Для того, чтобы поймать ощущение денег, желательно, конечно, чтобы у вас были деньги, хотя бы чуть-чуть. Вначале вы берете их в руки и начинаете на них медитировать, пересчитывая и стараясь прочувствовать энергию от них исходящую. В чем она ощущается? Представьте две ситуации. У вас лежит в кармане 100 рублей и 5000. А теперь почувствуйте разницу в собственном ощущении силы и уверенности, которые дают вам 100 и 5000 рублей. Допустим, вы забыли ключи от дома, никого рядом нет.
Когда будете чувствовать себя спокойнее и увереннее? Со 100 рублями или 5000? Вот вы и выходите на ощущение энергии денег. Это ощущение уверенности в себе и силы. И есть эквивалент энергии внутри вас, соответствующий этим деньгам. Понятно, что чем больше денег вы получаете, тем больше внутри этой энергии. И наоборот, если можете вызвать это ощущение внутри себя, то увеличите внешнюю сумму, которая приходит. В жизни много историй, когда миллиардер обанкротился, потерял все, но через несколько лет не только вернул свой капитал, но стал еще богаче, чем был. И наоборот, бедный выиграл много денег в лотерею, но спустя время он опять нищий, все деньги куда-то незаметно исчезли. В чем разница между этими людьми? У миллиардера ощущение денег накоплено в виде опыта внутри, как его личное качество, структура, и оно не позволяет ему быть бедным. Даже если человек опустится до нуля, через какое-то время он снова заработает, просто потому что внутреннее ощущение денежного эквивалента все равно выведет его на эту сумму. А у бедняка нет ощущения эквивалента, и крупная сумма денег не даст ощущения силы и уверенности, потому что у него отсутствуют эти структуры, этот опыт. Деньги у него не задерживаются, так как он не пускает их внутрь, а принимает как подарок и сразу тратит. Внутри он все такой же бедняк, хоть с $1 миллион, хоть без него. Что происходит, когда человек фанатично пытается выиграть в лотерею? Если внутри него эта сумма, эквивалент, если его нет, то выигрыш, кроме проблем, ничего не даст и долго в руках не останется. Такова судьба денег, которые человек не может удержать из-за того, что внутри у него нет этого ощущения денег. Со 100 и 5000 рублей более или менее понятно. А вот если бы я сказал, представьте $5 миллионов, ощутить это уже нереально, потому что 5000 рублей было у всех в жизни, а вот $5 миллионов нет. Поэтому представить ощущение силы обладания $5 миллионами наше подсознание не в состоянии, потому что это нечто супер нереальное. Это как раз и есть мечта, какая-то непонятная цифра, не дающая вам ощущения денег. Чтобы вызвать ощущение денег, есть простая практика. Представить, что вы получаете такую-то сумму в месяц. Важно, эта сумма должна вызывать в вас ощущение силы и уверенности. Как вы представляли 100 и 5000 рублей? Так же и здесь. Когда вы представляете, что получаете 10 тысяч рублей в месяц, то ощущения силы и уверенности нет, равно как и любви к себе. Дальше 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч. Вы начинаете наращивать сумму до тех пор, пока не появится ощущение силы. Продолжайте увеличивать желаемый доход до тех пор, пока ощущение силы вновь не исчезнет. По мере работы с техниками и практиками эта сумма будет становиться больше, но пока предел такой. Получается некий тренажер для подсознания, чтобы вы всегда настраивались на большее ощущение силы, чем у вас есть. К примеру, вы получаете 100 тысяч в месяц и чувствуете себя на 100 тысяч. А чтобы деньги росли, вы должны чувствовать себя на 120 тысяч. Получаете 120 тысяч, надо чувствовать себя на 150 тысяч, тогда будет рост. Если вы получаете 100 тысяч и чувствуете себя на 100 тысяч, то так и будете зарабатывать 100 тысяч все время. Задача медитации – постоянно увеличивать ощущение силы, чтобы почувствовать больший эквивалент внутри себя. Тем самым деньги будут привлекаться и расти, потому что мир, система, Бог видит, что вы готовы принимать больше, и Он сделает все, чтобы так продолжалось. Начнем с 5000. Даже если эта сумма меньше, чем вы получаете, все равно представляйте. Заодно почувствуйте специфические ощущения, это для опыта очень полезно. Итак, ваш доход в календарный месяц 5000. Представляете, как ваше сознание реагирует на эту сумму. Теперь начинаете растить доход. Представьте, что вы получаете 10 тысяч рублей в месяц. Представьте, что вы получаете в месяц 15 тысяч рублей. Представьте, что вы получаете в месяц 20 тысяч рублей. Представьте, что вы получаете в месяц 30 тысяч рублей. Наблюдайте за ощущениями, которые возникают внутри вас. Представьте, что вы получаете 40 тысяч рублей в месяц.
Представьте, что вы получаете 50 тысяч рублей в месяц. Представьте, что вы получаете 60 тысяч рублей в месяц. И если эта сумма выше, чем вы реально получаете, ощутите именно набор силы. Почувствуйте нарастающее ощущение уверенности, эквивалентное сумме, которую вы получаете в месяц. Очень важно ощутить именно силу внутри себя. Представьте, что вы получаете 70 тысяч рублей в месяц. Представьте, что вы получаете 80 тысяч рублей в месяц. Представьте, что вы получаете 90 тысяч рублей в месяц. Представьте, что вы получаете 100 тысяч рублей в месяц. Запомните это ощущение. Это минимальная сумма, которую вы в принципе должны получать. Продолжаем. Вы получаете 120 тысяч рублей в месяц. Вы получаете 130 тысяч рублей в месяц. Вы получаете 140 тысяч рублей в месяц. Вы получаете 150 тысяч рублей в месяц. 150 тысяч в месяц – это деньги, при которых человек более-менее будет счастливым. Отмечаем для себя, ощущение счастья начинается с этой суммы. И пусть никто не говорит, что счастье не в деньгах. Вы получаете 170 тысяч рублей в месяц. Почувствуйте, каково это. Вы получаете 180 тысяч рублей в месяц. Стабильный доход 180 тысяч рублей каждый месяц, а не однократно. Вы получаете 190 тысяч рублей в месяц. Вы получаете 200 тысяч рублей в месяц. Богатым, обеспеченным человек считается, если он получает свыше 550 тысяч рублей в месяц. Поэтому сейчас вы должны установить себе намерение стать богатым человеком. Скажите себе: я получаю 500 тысяч рублей ежемесячно, стабильно. И ощутите, что это так. Почувствуйте уверенность и силу в связи с такими поступлениями. Приходите в себя и анализируйте свои ощущения. После представления слишком большой для вас суммы ощущения могут пропасть. Это показатель того, что подсознанию пока сложно настроиться на такие деньги. Не волнуйтесь, постепенно вы пробьете их. Пока же это ваш потолок, выше которого на данном этапе вы не можете получать. И ваша задача – пробивать этот потолок и дальше идти вверх. Еще один важный момент. Повышение суммы должно быть медленным, постепенным. Нельзя взять и сказать: я получаю 500 тысяч. Подсознание не сможет сразу дать вам нужные ощущения. А вот если вы будете прибавлять по чуть-чуть, мелкими шагами, тогда постепенно выведите себя на правильное ощущение.